Крокодилов иногда называют живыми ископаемыми, сохранившимися до нашего времени, ровесниками динозавров. Говялоподобные крокодилы известны еще с мелового периода, но первые настоящие говялы появились уже в палеогене 55 миллионов лет назад. Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. В этом видео вы узнаете о жизни говялов, их поведении и питании и уникальных адаптациях к жизни в воде. Вы увидите, как говялы охотятся на рыбу, используя свою мощную челюсть и острое зрение. Ранее ареал этих рептилий был довольно широк, но сильно сократился за прошлый век. Теперь они живут только в северной части Индостана. Больше всего их в Индии, куда меньше в Непале и Пакистане. В Бангладеш, Бутане и Мьянме они встречались в прошлом, но, возможно, вообще исчезли. Хотя и могут все еще водиться в глухих уголках, где все еще сохраняется почти неисследованная живая природа, и время от времени обнаруживаются ранее неизвестные популяции других редких животных. Они являются самыми крупными из всех видов крокодилов и отличаются своей узкой и длинной мордой, напоминающей форму гребня. Говялы – это необычные и удивительные существа, которые заселяют воды индийского подконтинента. Эти пресмыкающиеся имеют длинную и узкую морду, которая помогает им легко ловить рыбу в воде. Они также имеют очень мощную челюсть, которая раскрывается на 110 градусов и способна схватить очень крупную рыбу. Говял – это крупный пресмыкающийся, похожий на крокодила или аллигатора. Однако у говяла есть ряд уникальных черт, которые помогают отличить его от других видов. Длинный узкий череп – это наиболее отличительная черта говяла. Он имеет узкий вытянутый череп, который помогает ему быстро и точно поймать рыбу. У говяла очень острые зубы, которые служат для захвата и удержания добычи во рту. Однако они совсем не предназначены для разрывания мяса, как у других видов крокодилов. Говял имеет длинное тело. Они могут достигать длины до 7 метров и весить более 1000 килограмм. На голове говяла можно наблюдать ряд характерных шипов и выступов, которые помогают им захватывать рыбу и удерживать ее во рту. Говял имеет узкие и длинные ноздри, расположенные на конце черепа. Это позволяет им дышать, даже находясь под водой. У них очень тонкая кожа, покрытая мелкими чешуйками. Это делает их очень уязвимыми для загрязнения воды и других форм загрязнения окружающей среды. Во время зимнего сезона говялы проводят большую часть времени на земле. Они могут загребать песок своими передними лапами и создавать под ними место, где они могут отдыхать. Это также помогает им регулировать свою температуру тела в холодное время года. Однако, несмотря на все их адаптации к жизни в воде и на земле, говялы стали находиться под угрозой вымирания в последнее время. Их численность сократилась настолько, что их можно считать одним из самых редких видов пресмыкающихся в мире. Одной из причин это является потеря их естественной среды обитания, а также браконьерская охота на говялов и отлов рыбы, которой они питаются. Говялы – это хищники, которые питаются в основном рыбой. Они могут питаться различными видами рыб, такими как карпы, сомы, а также маленькие креветки, крабы и другие мелкие водные животные. Их длинная и узкая морда, а также мощная челюсть позволяет им легко ловить рыбу в воде. Говялы – единственный вид крокодилов, который может плавать с открытым ртом. Это позволяет им охлаждать свое тело в жаркую погоду. При всей неповоротливости на земле, в воде они становятся быстрыми и плавают со скоростью 12 км в час, а на рывке достигают 30. Говялы могут охотиться на рыбу, плавая в воде и затаившись на берегу, и засекая свою добычу. Они используют свой длинный и тонкий череп, чтобы перехватить звуки, которые производятся рыбами и другими животными в воде, и быстро определять местонахождение своей добычи. В период миграции рыб говялы могут также охотиться на более крупных рыб, таких как лосось и карп, которые плывут вверх по реке, чтобы отложить яйца. Говялы могут погружаться на глубину до 10 метров и задерживать дыхание до 30 минут. Говялы имеют уникальный и сложный процесс размножения. Они достигают половой зрелости в возрасте 8 лет, после чего начинают процесс размножения. Говялы размножаются путем внутреннего оплодотворения, при котором самка выкладывает яйца, а самец оплодотворяет их внутри ее тела. Сезон размножения для говялов начинается в середине зимы и продолжается до начала лета. В это время самцы начинают занимать территории и приглашать самок на свои территории для спаривания.
Самки, которые готовы к размножению, выбирают самца, который им нравится, и происходит спаривание. После чего самки начинают вынашивать яйца в течение 90 дней, после чего они выкладывают яйца на песчаный берег реки или озера. После того, как яйца выкладываются, самки покидают их и оставляют в безопасности на берегу на 80 дней, пока не вылупятся маленькие гавиалы. Во время этого периода яйца могут быть защищены самцами или другими самками на территории. После того, как маленькие гавиалы вылупятся, они остаются на берегу реки или озера вместе с матерью в течение пары лет, прежде чем начать жить самостоятельно. В этот период они учатся ловить рыбу и выживать в дикой природе под защитой матери. Сохранность и численность гавиалов является предметом беспокойства ученых и охранников природы. В настоящее время гавиалы находятся под угрозой и считаются критически уязвимым видом. Основными причинами снижения численности гавиалов является потеря естественных мест обитания и разрушение рек и озер, на которых они живут. Промысловая деятельность, такая как незаконная охота и неправильная рыбная ловля, а также загрязнение водных ресурсов. Кроме того, гавиалы могут быть жертвами конфликтов с человеком, таких как нападение на человека или убийство скота. Для сохранения популяции гавиалов проводятся различные меры, включающие в себя охрану и восстановление их естественных мест обитания, проведение мониторинга популяции и ее восстановление через разведение в неволе и переселение их в новые места обитания. Кроме того, проводятся мероприятия по образованию и просвещению населения, чтобы повысить осведомленность людей о важности сохранения гавиалов в их естественной среде обитания. Если будут приняты необходимые меры, то гавиалы могут продолжить свое существование и стать одним из самых удивительных животных на планете. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на канал и жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!